Приветствую вас на канале Раисы Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Тля на сладком перце. Вот как она выглядит. Многие мне присылают фотографии и спрашивают, как с этим бороться и что это такое. Отрываем листья, фотографируют, но ничего не видно. Что это такое и как быть с перчиками. Как раз этому и будет посвящено наше сегодняшнее видео. Ну, а теперь я буду отвечать на многочисленные вопросы, как разбираться с тлей на растениях и как я это делаю. Сразу хочу сказать, что те, кто продает, конечно, заинтересованы, те, кто производит в химических средствах, они вам предложат химические препараты, яды системного действия, для того, чтобы внутри было этот препарат. И, естественно, когда прокусывает тля листик, вот эту клеточку, забирается, чтобы выпить сок, то, выпивая такой сок, конечно же, тля погибает. Но я хочу еще сказать, что не только системники, они хоть нам пишут, что очень быстро там период распада получается, период ожидания месяц, чуть-чуть больше. Я просто общалась с фермерами иностранными, европейскими и американскими. У них совсем другие регламенты ожидания. Они ожидают не менее 100 дней и очень редко используют такие препараты. Поэтому, если мы системник использовали и думаем, что срок ожидания, там, допустим, 2 месяца, да, уже обработали давно, а будем собирать плоды, мы то же самое делаем, что тля пьет сок, то мы, конечно, эти препараты принимаем в виде плодов. Поэтому я уже много лет перешла на биопрепараты, и сегодня хочу особое внимание уделить именно этому моменту. Знаю, что тля любит очень свеженькие листики, вот эти молоденькие, нежные листики, вот именно здесь. Вот высадил, даже не, на улице или теплице, не имеет значения где, мы ее не видим, она... Маленькие такие мушечки садится и начинает откладывать яйца и размножается здесь вот именно на молоденьких листиках. Вот эту особенность нужно знать. Ну а потом вот мы уже получаем вот листик растет частично. Я обработала, увидела это, когда они были маленькие, обработала, и вот листик дальше развивался, но вот эта часть осталась, хотя тля там уже уничтожена. Что же я для этого использую? А для этого использую биопрепараты. Причем хочу сказать, что почти что во всех сейчас странах СНГ, сужу потому, что вы мне присылаете различные фотографии препаратов, эти препараты уже есть, биопрепараты. Изучайте и выбирайте себе. Но нужно знать некоторые правила. Вот, допустим, я использую вот такой препарат, Скарада М, это одна фирма. И вот плодово-ягодные и для сада. Что я делаю? Я не использую как один. Вот для того, чтобы убрать тлю, мушки. У нас сегодня очень много разных вредителей. Новых появилось. Я соединяю уже во время приготовления раствора. Видите, они в разных бутылках продаются. Для чего? Для того, чтобы они друг друга не съели. То есть они должны быть в разных местах. Это природные бактерии, которые вот собраны в одном месте, им созданы условия такие, чтобы они размножились в большом количестве. Что я делаю? Соединив вот эти препараты, в вечернее время я провожу обработку. Ну и еще очень важный момент. Сейчас мне присылают фотографии препаратов. Тут же Актофит, ну, не буду сейчас называть все, я никого снова же не рекламирую. Я просто хочу, чтобы вы научились приходить, выбирать. И эти препараты нужно смотреть, чтобы дата изготовления была, они должны быть свежие. Если они постояли, они уже не свежие, и эффекта вы не получите. Поэтому вот у меня вот, я снова же вот такую вот зрительную еще подсказочку делаю. Если не свежий препарат, и даже если купили, как будто бы он свежий, я все равно в летний период, когда массово начинается развитие вредителей, я использую 2 пропорции. Допустим, у меня вот рекомендуется 30 мл вот этого препарата и этого. Я ставлю по 50-60 мл каждого препарата на 10 литров воды. Эффект получается замечательный.
Если же снова же препарат, допустим, у вас сохранился в погребе, одинаковая температура, не перемерзал, не сварился на высокой температуре, его хранить нужно только в подвале или в помещении, где невысокая температура, то можно весной его использовать. Но уже не 2 пропорции. Я, допустим, использую уже 70, 75, 80 миллилитров, а иногда и 100 миллилитров на 10 литров воды. И получаю хороший эффект. Но делаю вот этот раствор за полчаса. Вот заранее нужно его сделать, чтобы они себе развились там хорошо. Должна быть теплая водичка и, естественно, без хлора, без каких-либо примесей химических. И бактерии развиваются, вот 30 минут минимум, и 2 часа. И тогда провожу раствор. Но еще один момент, вот 3-й пункт, я его чуть-чуть пропустила, сейчас возвращаюсь к нему. Очень важно с прилипателями это делать. И у меня есть, допустим, вот такой прилипатель, он снова же для органики. Вот к нам в Украину попал вот такой из Беларуси прилипатель. Тоже очень хорошая штука, попробовала, мне понравилось. Поэтому я, когда покупаю, я всегда говорю, скажите мне, пожалуйста, мне для органических нужно, для биопрепаратов прилипатель, но не для химических соединений. И что касается еще, если нет возможности такой купить, не у всех есть такая возможность, ни в коем случае, если используете биопрепараты, не используйте щелочные или кислотные какие-то добавки. Допустим, хозяйственное мыло, которое можно для каких-то растворов травяных использовать для биопрепаратов, там основа губительная для растений, поэтому я не использую. Я попробовала, я увидела, что эффект очень маленький получился, поэтому ушла от мыла хозяйственного. В крайнем случае есть жидкое мыло, есть шампунь. Немножечко добавить, и, естественно, уже будет лучший эффект. Ну, а так как сегодня все-таки предприниматели откликаются на запросы огородников, и идет эпоха все-таки чистой экологической продукции, поэтому я знаю, что смотрят мои видео не только те, кто использует вот эти все препараты, но и производители, продавцы. Поэтому прошу, не обманывайте людей. Наоборот, помогайте, подсказывайте. Органика к органике. Ну, а кто увлекается химией, пусть он химические прилипатели использует. Нам же нужно создать, сотворить, вырастить экологически чистую продукцию в огороде. Итак, еще один важный момент. Идем в следующий момент. Это не соединяем с антагонистами, бактериями заранее и с химическими элементами. Это очень важный момент. Кроме хозяйственного мыла, я хочу сказать, что сразу же хотят какую-то подкормку еще сделать. Так вот, нельзя соединять с какими-то химическими элементами или произведенными элементами каких-то подкормок на основе кислот, щелочных таких основ и медь. Медь губит все бактерии, поэтому если, допустим, хотите использовать в подкормке, в обработке против вредителей, еще медь ни в коем случае уничтожает медь все бактерии. Очень маленькая часть остается. Ну и правило обработки. Очень важно обрабатывать тонко. Такая должна быть распылитель, так должен работать, чтобы туман был. Маленькие-маленькие такие должны быть частички вот этого раствора, чтобы попасть вот на всю часть вот этого листика. Должна быть обработочка вот полностью сверху и снизу. Да, конечно, придется долго поработать, но без этого никак нельзя. И вот я, допустим, в теплице обрабатываю, да и в открытом грунте летом, когда жарко, вот раствор с прилипателем, все как положено делаю, мне достаточно вот 2 такие обработки на месяц. Хотя вот снова же те, кто производит, и маркетологи, рекламщики, они как-то хотят, чтобы продавать, это дорогие биопрепараты, они дорогие, они пытаются меньшую норму сказать. Еще раз напоминаю, норма должна быть больше, чем то, что пишут. И вот такие растения можно сохранить живыми и здоровыми в теплице без проблем. Тема, что у нас
на листьях перца и как с этим бороться. Все, что можно использовать, используем. Но эффект дает у нас именно биопрепараты. Мы выращиваем экологически чистую продукцию. Это у нас тля, поэтому обрабатываем биопрепаратами, увеличиваем пропорции, добавляем прилипатель органическим, заготавливаем раствор минимум за полчаса, за 2 часа, не соединяем с антагонистами, химическими элементами, кислотами, щелочной основой. Берем теплую воду и, естественно, опрыскиваем правильно. И тогда у нас все получится. Тогда наши перцы все, и не только перцы, а у меня вот обязательно этим раствором я использую еще для арбузов. Они тоже самые страдают от такого же вида тли. Тема ценная, важная, и, надеюсь, я поделилась с теми наработками, которые у меня есть. Используйте, подписывайтесь на наш канал, комментируйте, задавайте вопросы. Всегда рада ответить на них. Ну, а я, Раиса Греченко, желаю вам удачи, желаю вам здоровых растений и хорошего урожая овощей в этом году. Всего вам самого доброго!